Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить творожную запеканку, вкус которой мы помним еще все с детского сада. Эта запеканка получается нежная, пышная и просто тает во рту. Рецепт этой запеканки достаточно простой, все ингредиенты вы сейчас видите на экране, а также они всегда есть в описании под видео. Для начала я залью изюм кипятком и отставлю его в сторону немножко размокнуть. Я использую здесь примерно полстакана, изюм опционально. По рецепту для этой запеканки идет килограмм творога, у меня 2 баночки, они чуть-чуть меньше, чем килограмм, но этот рецепт прощает небольшие погрешности, поэтому я использую чуть меньше, то, что есть. Творог у меня самый обычный, крупнозернистый и не очень жирный. Для запеканки жирность творога не особо важна, поэтому какой есть, такой и использую. У меня творог крупнозернистый, поэтому я буду использовать погружной блендер в дальнейшем для того, чтобы измельчить творог. Если у вас блендера нет, то на этом этапе лучше его протереть через сито. По рецепту в творог добавляем 6 столовых ложек сахара. Если хотите, чтобы запеканка была чуть слаще, добавляем с горкой. Если менее сладкая, то можно вровень. Также сюда добавляем 6 столовых ложек манки. Манки я тоже добавляю с горкой. Для дополнительного аромата сюда же можно добавить цедру лимона или апельсина или ванилин. Я буду использовать ваниль в порошке. Добавляю немного. По этому рецепту нам также понадобится 4 яйца, и яйца у меня холодные из холодильника. Красота этого рецепта в его простоте. Как вы видите, мы все в одну чашку просто складываем и еще даже ни разу не перемешивали. Теперь добавляем растопленное сливочное масло. Здесь у меня 8 столовых ложек или 113 грамм. Масло сливочное я заранее растопила и слегка охладила, чтобы при контакте с яйцами яйца не свернулись от горячего масла. Перемешаю все слегка ложкой и дальше я буду пробивать всю эту массу блендером. Занимает это буквально 1 минуту. Чем лучше мы пробьем массу, тем более однородной консистенция у запеканки получится. Если вы любите комочки, то можно оставить комочки. Если вам совсем хочется получить такую структуру, как суфле, то пробиваем полностью до исчезновения комочков. Вот такая воздушная светлая масса должна получиться. Я не стала полностью пробивать все комочки, чуть-чуть оставила, но в принципе масса более-менее однородная. Изюм уже постоял, я слила с него всю воду, просушила и добавила немного муки. Добавляем изюм к общей массе и все быстро перемешиваем. В это время я уже поставила разогреваться свою духовку. Я буду ее разогревать до 200 градусов по Цельсию или примерно 400 градусов по Фаренгейту. Выпекать запеканку я буду в квадратной стеклянной форме, размеры формы 20 на 20 сантиметров. Форму я всегда закрываю пергаментной бумагой, моя пергаментная бумага не прилипает. Если вы не пользуетесь пергаментной бумагой, то форму можно смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Выпекаться запеканка будет около часа или до тех пор, пока она не покроется светлой золотистой корочкой. Еще раз повторю, температуры 200 градусов по Цельсию или примерно 400 градусов по Фаренгейту выпекается запеканка час. Сразу после выпекания запеканка очень мягкая и нежная, ее сложно вынуть из формы, поэтому даем ей остыть где-то минут 30 или час в форме и потом можно вытаскивать. Сразу после выпекания запеканка имеет более округлую поверхность, но по мере того, как она остывает, она слегка проседает. Это нормально и это всегда случается. По желанию запеканку можно присыпать сверху сахарной пудрой. Давайте отрежем кусочек и посмотрим. Режется запеканка очень хорошо, нож просто проваливается внутрь. Запеканка получается достаточно высокая, и из этого объема всего теста получается примерно 9 достаточно крупных кусочков. Посмотрите, какая она пышная и мягкая. А если вы любите более плотную запеканку, то ей всего лишь нужно дать еще немного остыть. По мере остывания она становится более плотной и более похожа на творожную массу. А если к такой запеканке добавить немножко сметаны и немножко ягодного сиропа, то у вас получится и ужин, и десерт в одной тарелке. Очень нежная, ароматная и пышная запеканка у нас получилась. А я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Дайте мне знать в комментариях. И если вы хотите поделиться фотографиями, то у меня для этого есть группа в Телеграме. Я оставлю ссылочку, также будет в описании. Если захотите, там можно поделиться. И как всегда, если у вас есть какие-то вопросы, на все вопросы я отвечаю всем в комментариях.